После долгой командировки в Сингапур Райан Ли, основатель крупной инвестиционной фирмы, возвращался в свой особняк в пригороде Нью-Хейвена. Он мечтал о теплом приветствии матери, Ханны Ли, которую полгода назад уговорил переехать из скромной квартиры в азиатском квартале в гостевое крыло его дома. Ханна всю жизнь работала швеей, поддерживая сына, и Райан считал своим долгом обеспечить ей спокойную старость. Но, войдя через боковую дверь, он услышал то, чего никак не ожидал. Его жена, Ванесса, со скрытой яростью обвиняла Ханну в том, что она портит дом запахами дешевой еды и выглядит как чужачка. Ее слова были холодными, унизительными, и Ханна, мягкая, тихая женщина, лишь извинялась и пыталась спрятать кастрюлю с супом. Райан застыл, не в силах вмешаться, осознавая, что за его отсутствием в доме происходило совсем иное, чем он себе представлял. Ванесса играла роль заботливой невестки при нем, но стоило ему исчезнуть из комнаты, как ее улыбка превращалась в маску презрения. На протяжении месяцев она заставляла Ханну есть отдельно, выкидывала ее еду, унижала за акцент и внешность. Ханна, чтобы не разрушать брак сына, молчала и терпела. Той ночью Райан пересмотрел записи камер, которые случайно охватывали и кухню. Он увидел все – насмешки, угрозы, оскорбления. Обнаружил и сообщения Ванессы подругам, где она с брезгливостью описывала его мать как устаревшую мигрантку, а также ее планы собрать ложные доказательства, чтобы убедить Райана отправить Ханну в дом престарелых. Утром он поговорил с домработницей, и та, наконец, призналась, что давно является свидетелем издевательств, но боялась потерять работу. История складывалась в ясный узор предательства. Когда Райан попытался поговорить с матерью, та, сложив бумажных журавликов, старую привычку учительницы, какой она была на родине, тихо сказала, что ее страдания не имеют значения, лишь бы он был счастлив. Она собиралась снова переехать в свою старую квартиру, чтобы не мешать его семье. Ванесса потребовала, чтобы Райан выбрал между матерью и женой. Она угрожала разводом, требовала половину состояния и уверяла, что никто не поймет его решения, если он предаст американскую жену ради старой иностранки. Но Райан уже все понял. Он сказал матери, что она остается дома, в ее доме, и велел Ванессе собрать вещи. Ее уход был бурным, полным обвинений, но для Райана это стало освобождением, а не потерей. Прошло полгода. Дом изменился, исчез холодный контроль, и вместо него появились запахи домашней еды, смех соседских детей, которым Ханна стала преподавать каллиграфию. В жизнь Райана вошла новая женщина, София Чен, преподавательница языка, которая относилась к его матери с искренним уважением. Ханна вновь обрела уверенность, словно тень исчезла с ее плеч. С заходом солнца Райан наблюдал, как его мать объясняет детям значение иероглифа, обозначающего дом, символа, в котором главная роль принадлежит семье. Тогда он понял, уйдя от токсичного прошлого и защитив ту, кто дала ему жизнь, он наконец нашел то, что давно потерял – чувство настоящего дома.